Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. На моем канале, как всегда, вы услышите искренние, добрые слова поддержки. Тема сегодняшнего расклада – исповедь о тебе. О чем он молчит днем, но в чем готов признаться тебе в своих снах. День – это время масок. Время, когда мужчины играют в силу, независимость и логику. Но ночь принадлежит душе. В данную минуту, в тишине своих раздумий или в глубине своих снов, один человек ведет с вами самый честный разговор в своей жизни. Там он не боится выглядеть слабым, там он не скрывает, как сильно ему не хватает вашего голоса. Днем он молчит, но его теневая исповедь уже готова сорваться с его губ. Давайте настроимся на эту частоту. Что бы он сказал вам прямо сейчас, если бы знал, что вы его не осудите? Пожалуйста, подумайте о загаданном вами мужчине, да? О мужчине, на которого вы хотели бы сделать этот расклад, посмотреть его. Вспомните его глаза, улыбку, тембр голоса, назовите его имя. Сейчас я сделаю его сигнификацию. Какой этот мужчина? И затем мы уже посмотрим, рассмотрим его эмоции, его состояние, послушаем его исповедь. Итак, какой мужчина пришел на расклад? Какой он? Сразу вышла у меня Луна. Так, о чем это? Очень интересно. Ничего себе. Да, девочки, такие карты. Луна, неустойчивое положение, вампир, дьявол. Мои хорошие, кого вы загадали? Пожалуйста, подумайте о мужчине, который вас интересует. О, получше пошло. Да, но это уже больше о женщине, которая смотрит расклад. Ой, мои хорошие. Так, сам по себе мужчина мне показан. Ну, простите, вот первое мне идет, мутный. Ну, ладно, хорошо, скажу романтично, загадочный. Мужчина, который действительно может голову заморочить. Так. Возможно, он не специально, да, не виноват, а он сам пришел. Так, сейчас я узнаю, какой он. У кого-то тут может проиграться, прям выскакивают карты, говорящие о том, что для этого мужчины очень важно положение в социуме, блистать в социуме, себя позиционировать. Я схватил удачу за хвост, рыбу эту за хвост. Успешный успех транслировать, вот важно. Ну, ничего в этом плохого нет, но просто как одна из характеристик. Так. В чем я хотела? Неустойчивое положение. Хочу его. Ничего ж себе. Так, смотрите. У кого-то сразу Луна, это выходит у меня, допустим, повторюсь, тут сочетания такие какие-то. Луна, неустойчивое положение, хорошо. У кого-то может быть даже зависимости, у какого-то мужчины могут быть. У кого-то зависимость показана, он скучает по какой-то звезде, по какой-то женщине, я так это вижу. Ага, ну что-то пошло не так. Ага, и женщина сейчас в отношении него, эта женщина, с мечом стоит, то есть очень критично она его оценивает. Включает скорее разум, держит на вытянутую ручку, скорее уже анализирует его все поступки, слова, уже вряд ли она доверчивая, наивная. Вот как-то мне так тут показано. Но это не на ровном месте. Карта крысы — это какие-то предательства, это, может быть, мужчина себя не очень красиво показал уже в прошлом. Ладно, но он скучает по ней. Я так понимаю, что между ними тут какое-то неустойчивое положение, да, то есть он ни в чем не уверен, стабильности нет. И еще тут у меня показана характеристика этого мужчины. Ну, вампир и дьявол, девочки, ну это потребитель в чистом виде, но может быть именно с этой женщиной, вот тут дальше, у него как будто бы формат, эти форматы взаимоотношений, они как-то
по-другому развернулись, он по-другому начал не обязательно себя вести, ощущать он начал себя по-другому, неожиданно. При этом, девочки, показано, знаете, ну, я как это вижу, я так и прочту. Мост, зелье, справедливость. Очень часто вот такое сочетание у меня отыгрывается. Это когда человек не свободен по карте справедливость, но при этом в союзе он несчастлив. Ну, давайте так скажу, завуалированно, да. Карта зелья, там не настоящая любовь, а ну, зелье это подделка, суррогат. И он так это ощущает. При этом карта мост, я вам хочу сказать, он, если он находится в этом союзе браке, у него могут быть какие-то вторичные выгоды, находиться там. Или он доходит оправдание этому. То есть почему-то он там находится, вот как-то так. Но это не о любви, это больше привычки, стабильность. По дьяволу, девочки, очень привлекательный в плане, не обязательно это красивая внешность, это харизма, это сексуальность, это энергетика такая, знаете, манящая, пьян. Ой, хотела слово сказать, пьянящая, манящая. Так, это он, это женщина. Вот, смотрите, дальше карты, вот тут идет как до половины одно, а дальше пошло о какой-то женщине, которую он встретил. Я специально спросила, это он, карта замок? Нет, нет, нет. Это какая-то женщина, которая пришла для него, она и как любовь, тут как кармический учитель, и как наказание пришла. Очень добрая, она для него привлекательная, муза, харизматичная, энергетически наполненная. Это женская карта. Женщина, которая привлекает своей энергетикой, позитивом. Очень часто на вас эти карты у меня выходят, кстати, на ваши сигнификации. Вот так. Да, это вы. Смотрите, карта огонь. Да, вот эта энергия, эта энергетика, которую вы наполняете, подпитываете. О, вот сладкая для него, для этого вампирчика. Опять-таки, я не говорю, что вы там прям жертва этих обстоятельств, этой встречи. Вполне возможно, рядом с ним у вас был приток этой энергии до поры до времени, да? Вам хотелось крылья расправить и петь и щебетать, но рано или поздно как будто бы наружу выходят все вот эти истинные какие-то, знаете, привычки человека и то, как он привык себя проявлять, да? Ну, да, в отношениях с женщинами. Тут могло такое проиграться. Солнце. Ну, по солнцу я вам хочу сказать, да, у вас тут был контакт, я имею в виду, и вы могли рядом с ним блистать, быть счастливой, и он от вас наполнялся. Тут вот это в две стороны работает, да, дабы тут прям на него не наговаривать. Тут, знаете, тоже могли два эгоиста столкнуться. Но тут детский эгоизм больше. Тут у него, конечно, и дьявол, и вампир. Вполне возможно, тут две личности, которые не привыкли быть в тени. Вы привыкли к мужскому, может быть, ну, вниманию. А он привык тут, в свою очередь, сам быть первым парнем на деревне, да. То есть тут как-то, знаете, я красавчик, а вы такая, да нет, дорогой, это я тут красавица. Вы могли тут до поры до времени, понятно, восхищаться им, да, он мог создавать тут образ какой-то такой, прям влюбиться могли, действительно, в него легко влюбиться в такого мужчину. Но при этом рано или поздно, мне кажется, тут у вас стал вопрос по поводу того, что понятно, я для тебя там готова почти на все, а на что ты ради меня готов? Ну, как-то так вот, тут могло встать вот так вот, вопрос даже ребром стать. Или вы рано или поздно для себя ощутили то, что мужчина не готов вам давать там, поддержку, уважение, внимание в том объеме, в котором вы, ну, надеялись. Да, тут даже минимально вряд ли он мог давать. Тут больше потребитель, ну что я вам скажу. Так, какой еще? При этом харизматичный, яркий. Может вот на ровном месте вот, развернуть ситуацию, обаять, влюбить в себя. Не обязательно там женщин. Он может быть знаете, идейным вдохновителем. Тут зажигается. Он такой вот
плюс вот этот дьявол и солнце, это вообще харизма неимоверная. При желании, как лампочка так включили, клац и все. Опять те же самые карты перетасовала. Они мне просто говорят, история тут с вами. Ой, по дьяволу все-таки пришли вы для него привлекательны сексуально, и вы же для него стали этим наказанием. Человек, который, может быть, знаете, какую-то планочку такую поднял и дали ему понять, извините, что ну со мной твои какие-то сценарии, твое поведение в отношении женщин, твои проявления, меня это не устраивает. Может, раньше там первые порах я там подвлюбилась, но потом в дальнейшем, может быть, вы привыкли к абсолютно другим проявлениям мужчин. И вот тут, как, знаете, как идет перевоспитание. Вряд ли это оно успешно, удачно оно прошло. Ну, вот такая сигнификация у меня получилась. И его, и отчасти вас. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, смотрим. Исповедь. О чем же он молчит? Его исповедь, да? Тут свобода. Исповедь о тебе. О чем он молчит днем, но в чем готов признаться тебе в своих снах. Первое. Какую роль он играет при свете дня, чтобы держать дистанцию, может быть? Его роль, да? Второе. И его истинное эмоциональное состояние, когда он остается наедине с собой. Третье. Какую главную эмоцию он, извините, проживает, когда думает о тебе перед сном? Та самая исповедь. Слова, которые он не решается произнести вслух. И последнее. Как его ночные терзания отразятся на его поведении в будущем? Смотрим, какую роль он играет при свете дня, чтобы держать дистанцию. Второе, его истинное эмоциональное состояние, когда он остается наедине сам с собой. Это вне зависимости там взаимоотношений с вами. Какую главную эмоцию он проживает, когда думает о тебе перед сном? И та самая исповедь, слова, которые он так и не решается произнести вслух. И последнее, как его ночные терзания отразятся на его поведении в реальности, там, в ближайшее время. Так, смотрим. Начинаем первое. Какую роль он играет при свете дня, чтобы держать дистанцию? Сразу с места в карьер. Да. Или как это говорят, не знаю, уже забыла правильно. Так, павлин, ну вот я такой, посмотри, как на мое оперение. Посмотри, какие у меня тут возможности, какой я тут мачо, какой я красавчик, какой я успешный. Успешнее, чем я, тут вообще в округе никого нет. Может быть, какие-то, знаете, как, ну, не обязательно хвастовство, нет, тут оно не напрямую, тут завуалировано, какие-то атрибуты роскошной жизни, как бы, между прочим, там, уже не знаю, не знаю, фотография, где он там на яхте какой-то говорит, ну, скоро она будет моя, да, яхта в плане. Ну, девочки, вы поняли, может быть, там супер какой-то там отдых, я не знаю, на Марсе, да. Сейшелы, Мальдивы, это нет, это уже, это не наш уровень. Ну, какая-то, ладно, давайте так, без издевательств над мужчиной. Какая-то брендовая одежда, вот такие какие-то, может быть, аксессуары, все такое. То, что даст вам понять, что он именно тот. Крошка, ты меня ждала долгое время. Да, я именно тот. Вообще мне конкуренции нет. Вот так вот. Вот такую роль он играет. Так, дальше невозможно. Теневая. Ух ты. На прямых смотрим. Ну, смотрите, что тут показано.
я такой красавчик, но между нами невозможна связь или невозможно в дальнейшем какие-то отношения. При этом встреча наша точно не случайно была. Тут какой-то мистический, магический подтекст, окно в другой мир. Я выделяю тебя из толпы, я тебя замечаю, ты правда для меня особенная. Но невозможно почему. У кого-то тут карта аиста, семьи, может быть у вас семья, может у него дети, семьи. У кого-то еще раз ребенок, солнце. Ну, для кого-то это отмазка, давайте так честно будем. Но какую роль он играет, смотрите, по карте всадник я красавчик, и карта солнца это отчасти детская карта, это о чем? Если особо не нужно тебе никаких, знаете, гарантий, если ты ничего от меня не то что не требуешь, не ждешь, кроме того, чтобы я там прискакал к тебе, мы весело провели время, по всаднику это, ну, сексуальная связь, это флирт, это вот яркость такая. Вот при этом по карте солнца, да, это очень ярко, но это может быть там где-то разово, раз в месяц, да, ну, раз в неделю, это в лучшем случае. Ну, карта тут семьи, то есть тут как-то вот четко, если ты не против, вот такой легкий очень вариант, то я с удовольствием прискочу. Вот что он играет при свете дня, какую роль. Но при этом может показывать, смотри, какой я востребованный. Тут вот многие на меня тут слюнки пускают, карта всадник, солнце, я красавчик, смотри какой. Угу. Тут как будто бы он так, какую-то такую тонкую грань, с одной стороны он показывает, насколько он тут павлин, насколько он роскошен, при этом он старается не слишком, периодически он как будто бы слишком увлекается, и потом ему он показывает, как бы, может, взглядом или уже, я не знаю, как-то так, что да, ты все равно особенная для меня. Вот так вот, дабы вы, может, до конца с крючка не сорвались, дабы вы его не забыли, дабы вы, может, кого-то другого там, не знаю, не встретили, не полюбили, вот как-то так. Ой, его истинное эмоциональное состояние, когда он остается наедине с собой. Интересно. О, очень интересно. На прямых. Так. Ну вот он старается себя успокоить. Он как будто бы старается взять себя в руки по карте гармония. Но ему плохо это получается у него. Токсичненько, ему хреновенько, что я ему хочу сказать, истинное эмоциональное состояние. При этом он вспоминает действительно о вас, он считает вас своей второй половинкой. Может быть, тут близнецовое пламя, родная душа. Но при этом его истинное состояние эмоциональное, смотрите, тут идет башня, но эту башню я скорее буду считывать как стабильность. Карта княгиня. Тут очень много карт, говорящих о том, что, ну, если он не свободен, то это именно вот то состояние, как качели какие-то. И он старается себя успокоить. Ну, хреново ему. При этом карта свечи, это как человек, ну, кстати, тут в этом прям контексте может и молиться. Его истинное эмоциональное состояние. Вот тут вот такие качели эмоциональные. Может, знаете как, если рядом с ним постоянно находится какая-то женщина, которая, ну, допустим, ну, я не люблю вот эти такие высказывания, да, отдала лучшие годы своей жизни. Ну, многие женщины действительно жертвуют здоровьем, своим, очень многим временем, вниманием вкладывают, заботятся, а мужчина тем временем строит карьеру. Вот так часто бывает. Ладно, тут чуть-чуть другое. О чем это? Если действительно он знает, что какая-то женщина ради него, которая рядом с ним, пошла на какие-то жертвы, или он понимает, что она его очень любит, не готова его отпустить, потом как тут башня. Или же тоже вариант, она могла, ну, тут материалка, стабильность, на ней много завязано, может быть. Но при этом эта женщина, знаете, как будто бы она очень дорожит взаимоотношением с ним и не хотела бы его потерять. Карта свеч, то он лишний раз думает, что он не хотел бы ее обижать, или он не может это все разрушить. Вот так вот. Ну, почему-то мне так идет.
Ну вот смотрите, с одной карты карта княгиня, с другой стороны князь. Но это скорее другая какая-то женщина, это скорее не вы, потому что я спрашиваю, тут карта защиты, это не вы скорее. Для этого мужчины, повторюсь, еще очень важно положение в социуме. Насчет вас, да, вы для него манка, но при этом в отношении вас какая-то хитрость. Извините, так мне идет. Карта лабиринт. Вы можете длительное время находиться в каких-то отношениях, которые для вас непонятны, и перспективы непонятны. Но он может и сам в этом как будто блуждать, да, но такие карты какие-то, знаете, ну, мне все-таки вот эта карта лисичка, как будто человек что-то не договаривает, утаивает, умалчивает. Давайте так. При этом действительно четкое понимание, что вы не просто так в его жизнь пришли. Это не обычная какая-то интрижка, это не просто какое-то, знаете, такое вот, ну, такое увлечение, между прочим. Нет, трудно забыть. Но мы посмотрели, это просто его истинное эмоциональное состояние, когда он остается наедине с собой. Теперь, какую главную эмоцию он проживает, когда думает о тебе перед сном? Теперь давайте о вас. Вау, о чем это? Бог ты мой, мне же плохо стало. Фу, о чем это, девочки? Какие-то карты такие. Ну давайте посмотрим так. Скажу, вы для него, конечно, солнышко. Где-то смотрит на вас как на ребенка. Ребенка даже которого, может быть, он пытался обмануть. Может быть, играл на вот этой вашей наивности, детскости, доверчивости. Когда он думает о вас, девочки, у него четкое понимание того, что он в отношении вас был нечестен. За спиной держал тут кинжал, какие-то двойные стандарты, двойные мотивы. Может думать о том, что вы не свободны или он не свободен, очень много ограничений, клетка. При этом солнышко, при этом ты мое солнышко, ты меня наполняешь, ты меня согреваешь. При этом идет ощущение того, что в отношении вас опять какая-то как игра. Он прекрасно понимает, что он как-то нечестно в отношении вас поступает. Карта сделка — это сделка с дьяволом. Это не в отношении вас, это в отношении того, что сам поступок какой-то в отношении вас может быть то, что начал там флиртовать, начал как-то двойственные посылы изначально какие-то там в вашу сторону проявлять. Вот это вот скорее всего, что, ну, такое, как ребенка обманул. Чем это? Вот смотрите, сделка с дьяволом, да, черные когти. Тут опять черная кошечка. Это недоговоренность, туман. Это то, что он оставляет в тени. При этом карта работа. Может, изначально отношения начинались. У кого-то это даже рабочие отношения, у кого-то это в принципе, знаете, как привычно для него было. Но мне такое ощущение, как будто бы то, что для него начиналось привычно, оно потом все как-то зашло в тупик, не пошло не по его сценарию. При этом, смотрите, сделка еще чего может касаться, если я так вот прочитаю. Если тут карта поездка и карта смерть, это история о том, что он может вас, ну, у кого-то кормить завтраками, где-то давать вам надежду призрачную по поводу поездки, по поводу того, что, может быть, мы там встретимся, воссоединение, какие-то планы. Но карта смерть говорит о том, что на самом деле он даже не верит в это. Ну, я не говорю, что точно он знает, что нет, но тут очень много ограничений, тут объективно очень много «но». И карта смерть это по-другому будет, 100%. Как будто человек понимает, что даже если он дает вам эти надежды, он, ну, кривит душой. Давайте так, вот, честно вам скажу. Сейчас я еще вот хочу на это солнышко. Солнышко это, знаете, да, без солнышка ничего не растет, не развивается. Но тут такое двойственное. Солнышко это наполнение, энергия. Вот. Ты мне даешь эту энергию, ты меня наполняешь, ты меня вдохновляешь. Это все сюда. Это ресурс, от которого очень тяжело отказаться. Так.
такое проживает, когда думаете перед сном. Ему бы так хотелось, чтобы вы проявились сами. Это опять из той серии, девочки, смотрите внимательно. Как бы так оно все сложилось, случилось, чтобы она сама пришла ко мне, тут прыгнула мне на коленки, и при этом в любой момент я мог бы сказать: ну ты же сама этого хотела, я чё? Ну тут ответственность не хочет человек брать. Ни за что. При этом очень хотелось бы прикоснуться к вам. Да, и заранее человек понимает, что ну не может он вам дать то, на что вы надеетесь, девочки. Ну вот мне так идет. Не уверен он в этом вообще. Скорее уверен в том, что не может он это дать. Так, какую... Ага. Теперь смотрим. Та самая исповедь, слова, которые он не решается произнести вслух. Ага, у меня разбито сердце, я тебе разбил сердце. Ага, очень интересно. Я сам по себе одиночка. Я чувствую себя одиноким. Я злюсь, может быть, сам на себя. Так, сон, подклад и невозможность. Злюсь, возможно, из-за чего? Из-за того, что вообще как будто бы эту историю я начал, только во сне я могу как будто бы быть с тобой, при этом 100% как будто бы я... Тут, девочки, 100% человек во сне даже, он как будто понимает, что весь мир против нас, нам невозможно ничего, не то что ничего хорошего с этого, у нас не получится ничего, у нас не получится. Тут очень много, может быть, людей, которые заинтересованы в том, чтобы у вас не получилось. Как будто бы даже попытки что-то с вами создать, он говорит, ну тут какое-то такое, надо противостоять всему миру. Я злюсь из-за этого, вот, агрессия, злость. Человек, как вам сказать, исповедь, тут даже не то, что он трус. Тут отчасти он даже может говорить о том, что я, тут как предательство. Предательство даже самого себя, я вам хочу сказать. Рассказывает о том, что сердце у него разбито. Ну, значит, изначально была влюбленность, да, раз сердце разбитые мечты, ожидания. Он говорит, я чувствую себя одиноким. То есть даже там, где он находится, он чувствует себя одиноким. При этом он злится сам на себя. Ну, давайте я посмотрю, о чем это. Ух ты, он даже не сам на себя злится. Тут карта дерева. У кого-то род, семья, может быть, какой-то родовой сценарий уже, как знаете, запрограммировано, но он не готов выходить за это все, за эти рамки. Тут из той серии я заплачу слишком высокую цену, если я тут на что-либо даже мысленно решусь. Вот так вот. Ну вот во сне, он говорит, только во сне я могу мечтать там о воссоединении с тобой, освобождении, как будто из этого кокона, из этих каких-то тисков, вот как бабочка из этого кокона, да, летит. Вот только во сне я могу об этом, о свободе какой-то мечтать. Как будто я заложник уже обстоятельств. Так вот мне говорит он. Так, давайте я спрошу. Тяжело ему, он говорит, я несу тяжелую ношу. Карта выпрыгнула. Ну, тут он говорит, да, у меня сердце разбито, но он говорит, я понимаю, что ты меня то ли любила, то ли любишь. Ну, разрушение, как будто бы этой любви не дано сбыться, да, реализоваться. Взаимной, может быть. Так. Тут даже, скорее, он бы хотел, чтобы вы знали, что он действительно к вам испытывал нежные чувства, и сейчас ему больно. Потому что тут какой-то такой, знаете, он не хотел бы, чтобы у вас создавался образ какого-то прям монстра бесчувственного. Он говорит, я сам запутался, давайте так, чтобы честно, потому что я спрашиваю, тут, видите, в паутине женщина запуталась и карта иллюзии, а я спрашиваю, это, ну, женщина, вот вы, это вас он запутал, как будто бы, вот специально он говорит, нет, это он сам запутался, вот, мог сам манипулировать, какие-то любовные эти паутины плести,
и в этих иллюзиях пребывать и пытаться вас погрузить. Ну и по факту он говорит, я сам в этом всем запутался, я сам. Вот поэтому и злость на самом деле. Так что. Злится, потому что пошло все не по его как-то формату. Понятно, сердце разбито и невозможность ничего уже сделать. Так, ну давайте посмотрим, как же эти ночные его терзания отразятся на его поведении в будущем. Ну, тут диссонанс, понятно, то, что он там думает, мечтает, показано, это совершенно другие будут проявления. Это бы абсолютно, это нелогичное. Ну вот смотрите, я все озвучу, как это его терзания отразятся. Вполне возможно, он будет играть тут роль такого доброжелательного, пытаться, да. То есть не будет тут какой-то агрессии, не будет тут, может быть, не знаю, каких-то пафосных высказываний, хотя тут будет роль играть не обязательно доброго волшебника, нет, ну тут вот может быть как друзья, может быть поддержка, но это больше как нейтрально такое. При этом 100% тут же будет идти параллельно, может быть в соцсети, может через знакомых, может быть напрямую. Опять трансляция того, что вот тут транжира, много денег, но это не на вас он будет тратить, на себя он будет тратить очень много денег. Показывать я могу себе это позволить. Одно, второе, третье, я очень ресурсный, при этом, ну опять-таки тут, кстати, если все прочитать вместе, кстати, действительно может даже совершать тут он действительно какие-то добрые поступки. Тут вот так, но при этом это будет больше рассчитано, я вам хочу сказать, где-то на публику. Где-то, может быть, в отношении вас, но не обязательно, что это будет проявление в отношении вас. Это как будто бы какие-то действительно такие поступки, которые вы узнаете о них и подумаете, вау, какая душа у человека, прекрасный человек, ну, святой, ну прям, ну, я утрирую, но вы поняли. Вот тут что-то такое может быть, какие-то его такие поступки. Я не говорю, что он не совсем не искренен, но отчасти это будет вот желание вот так себя проявить. У кого-то будет, как, знаете, идет компенсация, много денег тратит, какие-то, может, увеселительные там, я уж не знаю, какие-то там у него. Ну, в любом случае, человек может тратить деньги, там опять на какие-то атрибуты роскоши, то, что не является первой необходимостью, да, а просто идет как компенсация. В любовной сфере, тут мы видим, у него разбитое сердце, нет наполнения, нет любви, поддержки, такого нет. Но, по крайней мере, не наполняется этим. Может быть, там есть женщина, которая хотела бы ему все дать это, но он этим всем как будто бы не наполняется, не подпитывается. Ладно. А дальше какие могут быть его проявления? Могут у него быть в жизни как будто трудности, но при этом он прекрасно понимает, что вы для него как этот талисман, который, может быть, защищал его от каких-то неприятностей, опять вдохновлял. Может поиск этого талисмана быть. Я имею в виду поиск женщины какой-то, не обязательно вас, нет. Тут может быть, как, знаете, желание найти опять вот какую-то музу, подпитаться. Ну, давайте, энергией наполниться. И при этом карта маска. Человек будет скрывать свои все чувства, эмоции за этой маской. Ну это вы. Ух ты, ё-моё. Это 100% это ваша карта. Ну тут горы, трудности. Карта талисман, женщина. Это... Ну, я спросила, он будет стараться с вами сблизиться. Ну, смотрите, даже если он будет стараться сближаться, карта марионетка, он будет дергать вас за ниточки, провоцировать. Это не в том плане, что честные какие-то открытые взаимоотношения. Будьте аккуратны. Человек планирует где-то, не обязательно там вас использовать. Нет, но в любом случае, он не в открытую, нечестно планирует проявляться.
Так интересно, он понимает вашу ценность, он осознает то, что вы не просто так в его жизни пришли, возникли. У него сердце болит из-за вас, оно разбито, это разбитые мечты, какие-то ожидания. Он себя чувствует одиноким. При этом он будет ходить в маске, при этом тут такая диссонанс, разница между тем, что он испытывает, и то, как он проявляется, как он себя ведет. Мне кажется, этот психолог, тут не психолог уже, тут психиатр нужен. Ладно, извините, не хотела никого обижать. Так, мой хороший, такой сегодня у меня стрёмненький получился расклад. Да, и совет психолога, сны его. Это территория, где его эго бессильно, а истинные чувства выходят на поверхность без цензуры. И психологически его дневное молчание — это лишь попытка удержать контроль. Вот в маске в этой ходить, да? И этот контроль он в своем подсознании уже давно потерял. И мой совет: не пытайтесь вытянуть из него признание силой. Тут это, девочки, бессмысленно. Этот человек, он будет в воздухе, знаете, как переобуваться. Тут такой актер, еще тот. Доверяйте, мои хорошие, своим ощущениям. То, что вы чувствуете в пространстве между вами, оно гораздо правдивее его слов. Теперь вы знаете правду. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.